Привет, друзья! Меня зовут Алексей, и мы с моей женой Олей любим путешествовать. В этом видеосериале мы поделимся несколькими идеями для отпуска, покажем интересные места, поговорим о том, что имеет смысл посмотреть, как подготовиться и в какое время года лучше ехать. Чтобы получить максимум впечатлений и ни от кого не зависеть, обычно мы путешествуем на автомобиле с заранее проработанным маршрутом, небольшими походами и прогулками и довольно скромным бюджетом. Если вам близок подобный формат отдыха, смотрите этот ролик до конца, делитесь своими соображениями в комментариях и, если вам понравится какое-то направление, ставьте лайк и напишите, чтобы мы сделали выпуск о нем в полном формате. Пару недель назад на нашем канале уже вышло полное видео про поездку на юго-запад Казахстана, Мангистау. Ехать туда лучше в мае, когда зацветает зелень, или в сентябре, когда жара спадает. С июля по август там очень жарко, и это не самое комфортное время. Жмите на подсказку вверху или переходите по ссылке в описании этого ролика. А сейчас я очень коротко покажу вам 3 региона – Алтай, Северный Кавказ и Памир, с фокусом в первую очередь на природу. Поехали! Алтай состоит из 2 административных единиц – Алтайский край и Республика Алтай. При этом, на мой взгляд, именно в Республике Алтай сосредоточились основные красоты. Через него проходит одна из самых известных и восхитительных дорог России – Чуйский тракт. По мнению National Geographic, он входит в список самых красивых дорог мира, и тут мне с ними сложно не согласиться. Даже если проехать только по Чуйскому тракту от Бийска до Ташанты, можно увидеть все многообразие природы, и для этого вполне подойдет любой седан. На севере дорогу окружают густые леса и горные вершины, а на юге она проходит через фантастические высокогорные Курайскую и Чуйскую степи в окружении снежных пиков. Вообще, Чуйский тракт имеет очень давнюю непростую историю, и в Бийске ему посвящен отдельный музей. Чтобы разнообразить поездку, можно свернуть от Бийска в сторону населенного пункта Дорочак и проехать часть пути по альтернативному маршруту. Здесь на пути располагается скала Иконостас, на которой были выбиты барельефы Ленина и Сталина местным дорочакским учителем и комсомольским работником Иваном Сычевым. До наших дней сохранился только барельеф Ленина. После развенчания культа личности Сталина его барельеф был уничтожен. В Горно-Алтайске много вариантов ночлега и можно вкусно поесть в кафе «Фортуна». От него же можно доехать в сторону Чимала. Здесь по пути находится деревня художников и мастеров Аскад. Рекомендую заглянуть туда. И вот, наконец, добираемся до Чимала. За 2 года, которые я тут не был, ничего хорошего не произошло, только добавилась отвратительная реклама, портящая пейзаж, и киоски со страшненькими сувенирами. Знаю, что многие ездят на Длипенские пороги и Рактойский мост, но если вы планируете посетить Чимальскую ГЭС и остров Патмос, готовьтесь к тому, что вас ждет максимальное разочарование. От Чимала возвращаемся на Чуйский тракт и, двигаясь на юг, проезжаем Семинский перевал. Хотя он довольно высокий, это совсем не ощущается. Именно с этих мест лично для меня начинает открываться настоящая красота Алтая. Через 30 километров есть поворот в сторону Усть-Коксы, и мы едем, любуясь постоянно меняющейся природой. Я никогда не был в этих местах, и мы решили съездить в этом направлении на разведку. Мы ехали без особой цели, просто любуясь окружающими пейзажами. Обычно из этих мест стартуют маршруты к Мальтинским и Кучерлинским озерам, но мы просто решили сюда доехать, чтобы немного погулять и передохнуть. И вновь возвращаемся на Чуйский тракт, двигаясь по нему на юг. Уже через 8 километров будет поворот на Бичкту-Боом. Если есть желание, можно проехать буквально километр и остановиться полюбоваться меандрами реки Урсул. Они причудливо извиваются по долине, а трава здесь прямо какая-то идеальная. Далее на пути перевал Чикитаман, куда более живописный, чем Семинский, несмотря на высоту всего около 1400 метров. Слева от основного пути уходит старая дорога, которая причудливо петляет между гор, и по ней еще сравнительно недавно можно было проехать. Современная дорога прорублена через скалы и была введена в эксплуатацию с 1984 года. При подъеме вверх с нее открываются восхитительные виды на долину. В 18 километрах от перевала находится поворот на Ильгуменские пороги на реке Катунь.
Они находятся в километре от Чуйского тракта и относятся к 4 категории сложности. Если вы не фанат рафтинга, можно просто посмотреть на них с берега и провести тут какое-то время. Дальше в 33 километрах от Ильгуменских порогов находится смотровая площадка на слияние рек Катуни и Чуи. В этом месте можно понаблюдать, как смешиваются воды двух рек, которые летом обычно имеют совершенно разный цвет. За Чибитом находятся Можайские каскады на реке Чуя. Мы добрались до них достаточно поздно, и наша прогулка туда и обратно составила примерно 8 километров. Еще одна точка притяжения – Акташский ретранслятор. От Акташа до него около 15 километров по очень плохой дороге. Зато можно увидеть с высоты 3000 метров соседние снежные пики и разноцветные горы. Оптимальное время поездки на Алтай – июль и август. Мы были здесь в самом конце июля, и у ретранслятора кое-где все еще лежал снег. В 6 километрах на юго-восток от Акташа находится гейзерное озеро. Увы, больше ничего из материалов о нем у меня не сохранилось. Дальше Чуйский тракт идет через Курайскую и Чуйскую степи до конечной точки в России, населенного пункта Ташанта. И это моя самая любимая часть маршрута по нему, но, увы, оттуда нет хороших кадров. Если поедете в ту сторону, а это обязательно надо сделать, закладывайте минимум целый день, и это будет невероятным визуальным восторгом и небольшой интригой. А мы переносимся к единственной локации, которая еще осталась из тех мест, и это Алтайский Марс, Цветные горы за Чаган-Узуном. До него в хорошую погоду легко добраться на легковушке, и уверяю вас, я нисколько не красил эти кадры, вы только посмотрите на них. На этом путешествие по Чуйскому тракту заканчивается, и вы, возможно, спросите: «Леша, разве это все?» Конечно же нет. Мы возвращаемся в Акташ и начинаем двигаться от него в сторону долины реки Чулышман по грунтовой дороге, проезжая Красные ворота и множество озер по пути. Проходим Лаганский перевал, еще одну достопримечательность. Он один из самых высоких на Алтае, его высота 2080 метров. Здесь можно немного погулять, но, увы, все красоты можно увидеть только с воздуха. Тут, наконец, мы добираемся до очередной локации, которая лично у меня будоражит все внутри. Это перевал Катуй-Рык и долина реки Чулышман. Только представьте, смотровая площадка перед перевалом выше русла реки на 530 метров, а противоположные горы на 750. Подходя к краю, голова начинает немного кружиться, когда понимаешь масштабы этого места. Даже если не спускаться вниз, в долину, впечатления будут неописуемые. Если коротко, эти виды однозначно стоят того, чтобы сюда доехать. Именно здесь можно почувствовать всю мощь и величие природы. При спуске вниз необходимо соблюдать осторожность, использовать самые низкие передачи коробки и периодически останавливаться в расширениях дороги, чтобы остудить тормоза. А так обычно выглядят одухотворенные лица людей, которые со мной ездят. Ну вот, то, что раньше в 19 веке называли ссылкой декабристам, в 21 веке называется туризм. Устроившись на базе, мы отправились на поиски еды. В принципе, если вы приедете не очень поздно, можно поужинать тут же на базе, что и вам рекомендую. Турбаза оказалась очень неплохой, вечером мы растопили печь и отправились на отдых. На следующий день мы проснулись и выдвинулись в сторону южного берега Телецкого озера, настоящей жемчужины Алтая. Буквально через 2 километра от турбазы находится подвесной мост на другой берег реки Чулышман. Здесь, в 1,5 километрах за ним, находится еще один водопад долины – Чул-Аазы.
и его потоки красиво устремляются вниз сквозь скальные породы. Короткий взгляд назад в сторону перевала Катуйрык и продолжаем путь сквозь сад огромных камней. На одном из участков на дороге виден огромный камень, преграждающий путь. Каньон по-прежнему живет своей жизнью, и природа напоминает, кто тут главный. Вот честно, двигаясь тут, вдоль реки, сжатой между скал, не хочется никуда спешить, а желание останавливаться возникает чуть ли не через каждый километр пути. Очередная остановка на маршруте – водопад Кулузун. Он располагается на противоположном берегу реки, и обычно с дороги видна только его нижняя часть. Однако, если переместиться немного в сторону, можно увидеть его во всей красе, где он устремляется вниз с огромной высоты. Иногда растительность вокруг меняется, и вы оказываетесь в окружении невероятно красивого хвойного леса. В такие моменты не устаешь удивляться силе деревьев, которые смогли вырасти среди этих камней. Через какое-то время мы добрались до места, где располагается турбаза и курсируют лодки на противоположный берег Чулышмана для похода до каменных грибов и до водопада Учар. До Учара у нас не получалось добраться до заката ни при каком раскладе, а жесткий тайминг и забронированная турбаза на берегу Телецкого озера не позволяли остаться тут на ночевку. Добираться до этих локаций ногами мы не стали, лишь отправились за грибами Карлсона. Это место напомнило Каппадокию на минималках. Скромно, но интересно. Оставшаяся часть пути максимально взбодрила даже самых сонливых, и под бодрые синхронные движения в салоне автомобиля мы наконец прибыли до финальной точки в этот день, слегка поблуждав в поисках правильной дороги. Турбаза оказалась простой, но довольно приемлемой для этих мест, а удобства были на улице, и от атмосферы там щипало в глазах. Кстати, отправляясь в долину реки Чулышман, да и вообще в путешествие по Алтаю, рекомендую запастись различными продуктами в больших населенных пунктах, потому что заведение общепита в большинстве мест вызывает вопросы. К набору must-have также можно отнести газовую горелку, сковородку, пару кастрюль, походные тарелки и приборы. Ну и к тому же приготовить самому что-либо на свежем воздухе под бокал хорошего вина бесценно. Палатка также может оказаться полезным атрибутом на случай, если вы не найдете свободного жилья. Природа здесь фантастически красивая, не похожая на другие части долины. Этот вечер мы провели, гуляя вдоль берега, а мне предстояло разобраться с очередным квестом. Заодно я решил поснимать южную часть Телецкого озера, которая была примерно в километре от нас. За 3 недели до поездки я смог забронировать место на пароме через Телецкое озеро, и весь следующий день, с 12 дня и до 6 часов вечера, мы должны были провести в пути с юга на север, посвятив время созерцанию его красот. Сложность заключалась в отсутствии нормальной навигации и четкого понимания, как добраться до места погрузки. Эта часть пути была доступна не для каждого авто, и нам пришлось порядком поплутать, пока мы выбрались на берег. И вот наступило время отправляться в плавание. Вместо расчетных 20 минут дорога до парома заняла около 40. К счастью, мы выехали за час и добрались прямо к приходу парома.
Кто-то не успел приехать вовремя, и на паром заехала пара машин в порядке живой очереди. Когда паром отошел уже метров на 30, мы увидели, как опоздавшие добрались до берега. Махали капитану, но было уже поздно. Перед тем, как продолжить, нажмите лайк этому видео, если вам нравится то, что я рассказываю, чтобы его могло увидеть как можно большее количество зрителей. Это важно для алгоритмов YouTube. А еще напишите в комментариях, чего вам не хватает, чтобы я понимал, как сделать следующий выпуск еще лучше. Кстати, ролик про Кавказ выйдет примерно через 3 недели, поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, будет еще много всего интересного. Что касается Телецкого озера. К нему можно легко добраться до северного берега поселка Мартыбаш и Агач. Отсюда ходит множество экскурсий на катерах, и можно посмотреть чуть ли не половину озера. По берегам они делают остановки, и есть возможность прогуляться. Я бы рекомендовал провести тут 3-4 дня. Вот мы пришли. Детский садик, подготовительная группа. Детский садик «Тормозок». Наш девиз — педалька вниз. Обратите внимание, никто уже не смотрит вокруг. Горами и лесами никого не впечатлить. Наша команда Екатеринбург Суицид продолжает свое движение к высотам Алтайского края. И вот там вверху подъемники. Ничего. Пивка на прощание. Пишут. Вы можете в баре ЦУП. В общем, напоследок мы решили прокатиться на канатке за Иагачем. Да не, ну красиво, интересно, но страшно. Но мы с Лешей любим такие развлечения. Первая часть канатки прошла без каких-то приключений. А вот на второй участок мне с трудом удалось уговорить Олю поехать с нами. Было ветрено, и кресла иногда довольно прилично качались. Ну а главное разочарование произошло наверху. Как часто бывает, мы добрались до границы облачности и почувствовали себя как ежики в тумане. Однако даже при этом у меня не было ни малейшего чувства сожаления. Наша поездка по Алтаю закончилась, и на обратном пути мы решили немного задержаться в Новосибирске. А теперь краткий анонс следующей серии. Мы заедем в Сочи и погуляем по горам в Красной Поляне. Заедем на Домбай и поднимемся на подъемнике. Увидим фантастические краски осени и Эльбрус. Проедем через перевал Гумбаши и доберемся до плато Бермамыт. Поблуждаем в облаках Кабардино-Балкарии на плато Канжол. Дальше по живописному серпантину доберемся до урочища Джалысу. Заглянем в Дагестан, посмотрим на Сулакский каньон, полюбуемся Черкесским водохранилищем и еще несколькими локациями. Последней точкой нашего маршрута будет Астрахань, где мы погуляем по Кремлю и сквозь туманные дороги отправимся обратно домой. Пока-пока.